Сегодня делаем очень вкусную и необычно красивую закуску, в которой я был не уверен. Я не думал, что она так понравится. Разлетелась она на ура, а после застолья несколько гостей спросили, как правильно ее приготовить. Всем привет! И первым делом, что нам нужно сделать, это взять несколько шампиньонов, хорошо их почистить и нарезать на маленькие кубики, а затем отправить, чтобы все хорошо обжарилось. Далее нам нужно взять 2-3 помидора и постараться их понарезать на небольшие кубики. Нарезанные помидоры кубиками отправляем в отдельную тарелку, пускай дожидаются своего времени. После помидор точно таким же способом нужно нарезать на маленькие кубики 2 свежих огурца. Смотрите, можно использовать маринованные продукты, это будет больше, кстати, в зимний период. Но если вы будете использовать маринованные огурчики, после того, как вы их нарежете на маленькие кубики, постарайтесь удалить из них как можно больше жидкости. Нарезанные огурцы тоже отправляем в отдельную тарелку. Далее берем одну банку рыбных консервов, любую, все зависит только от вашего вкуса. Полностью вот так вот перекладываем рыбку в миску без всякой жидкости. Берем вилку и аккуратно полностью всю рыбку нужно размять. Пока мы с вами занимались нарезкой, шампиньоны наши уже обжарились и им нужно дать полностью хорошо остыть. Затем нам понадобится майонез 200 грамм и немножко зелени. Полностью всю нарезанную зелень, в моем случае это был укроп, отправляем к майонезу. Берем ложку и хорошо все перемешиваем. Далее нам понадобится 3 больших листа лаваша. 2 листа я разрезал вот так вот пополам. Каждый маленький лист мы будем добавлять на него 1 большую столовую ложку майонеза и стараться аккуратно полностью 1 столовую ложку размазать на лист лаваша. Нарезанные кубиками помидоры укладываем на большую половину листа вот таким вот образом, чтобы все кубики получились равномерным одним слоем. После этого все нужно постараться свернуть плотной трубочкой. И смотрите, дальняя часть от вас, примерно сантиметров 5, не должна быть заполнена помидорами. Это для того, чтобы хорошо скрепилась трубочка лаваша. Точно таким же образом мы будем распределять шампиньоны обжаренные, и точно так же нам нужно будет все свернуть в красивую плотную трубочку. Как вы уже догадались, нам нужно будет сделать из этих маленьких листов лаваша вот таких вот 4 трубочки. Повторюсь, первые были с помидорами, затем шампиньонами, сейчас с огурцами. И последнюю трубочку таким же образом мы будем делать из рыбы, той, что мы разминали из консервной банки. Ну вот, готовые 4 трубочки мы пока что отставляем на несколько минут в сторонку. Затем берем третий, самый большой лист лаваша, берем немного натертого твердого сыра на мелкую терку и тот майонез с укропом, что у нас остался. Всыпаем полностью весь натертый сыр в тарелку с майонезом и хорошо полностью все перемешиваем. Ну а после того, как вы все хорошо перемешали, полностью все, что у вас было в тарелке, отправляем на большой лист лаваша. И небольшим равномерным слоем стараемся разровнять и покрыть весь лист. Берем наши 4 маленькие трубочки, они у нас получились 2 потолще, 2 потоньше, и равномерно вот так вот друг на друга по 2 трубочки укладываем на большой лист лаваша. После этого все нужно постараться свернуть в один большой толстый рулет. Делайте это как можно поплотнее. Здесь уже можно руками немножко все притрамбовывать. Но у вас должен получиться большой и вот такой вот немножко толстенький рулет. Далее этот рулет нам понадобится завернуть либо в пищевой целлофан, либо в фольгу. Здесь вам нужно будет все еще раз хорошо уплотнить, чтобы он был более, так сказать, плотным. Сворачивайте аккуратно. Это лишь для того, чтобы он хорошо пропитался и уплотнился. Затем вот так вот рулет нужно будет отправить в холодильник на нижнюю полку хотя бы на 3 часа. Это минимум. У меня он будет стоять целую ночь. С утра достаем наш рулет из пищевого целлофана. Смотрите, какой он стал плотный. Форму держит он очень хорошо. Специально положил вот так вот швом вверх, чтобы вы увидели, что он не разворачивается. Берем нож и стараемся аккуратно его нарезать. Смотрите, режется он мягко, красиво, ничего нигде не разваливается. И вот такой он красивый получается в разрезе. Получается необычно, а самое главное, все хорошо просматривается. Дальше нарезаем рулет полностью на порционные кусочки толщиной примерно по 1,5-2 см. Когда будете нарезать, он тоже будет держать форму и не будет разваливаться. Как подавать на праздничный стол, я думаю, вы решите уже для себя. У меня получилось вот так. Такая необычная и красивая закуска подойдет к любому праздничному столу, а я думаю, что к Новому году это будет самое то. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые ролики. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.